Добрый день, друзья! По вашим многочисленным просьбам добрая компания Edifier предоставила мне для обзора эту портативную акустическую систему. Для меня это удивительное событие, поскольку я такие маленькие колонки не считаю необходимым обсуждать в плане электроакустики. Это коммерческий продукт, который закрывает некую нишу, но настолько много желающих или приобрести, или прицениться, по крайней мере, к этой системе. И они выдвигают настолько толковые, в принципе, вопросы. И, в принципе, нишу я эту тоже принимаю, понимаю, и она действительно существует. Что я решил взять на обзор эту колоночку, эту модель, называется она D32. И вам о ней рассказать то, что я о ней узнал. Для начала распаковка, столь любимая многими нашими аудиолюбителями. Я вам показываю все, что написано на этой коробке, для того, чтобы, может, вы что-то хотели об этом узнать. И с этой помощью этого видео сможете это сделать. Опля! И тут это она. Yes! Не что иное, как колоночка. Сейчас мы ее рассмотрим, но сначала я о комплектации пара слов. Здесь все еще есть что-то. Очевидно, паспорт и гарантийный талон. Напомню, дело происходит в Германии, и талон, видимо, работает по Евросоюзу. И набор кабелей. Давайте его тоже рассмотрим. Немножко материала для впитывания влаги. Кабели давайте рассмотрим. Почему-то очень частым вопросом является наличие какого-либо кабеля и его длина. Напомню, что кабели эти не представляют собой нечто эксклюзивного. Они очень неплохого качества у эдиков, но при этом, если вам нужен длинный кабель, то, во-первых, чтобы вы понимали, этот длинный кабель вносит некие потери в сигнал, сколь угодно мало заметно, и, во-вторых, вы всегда его можете купить, и они стоят весьма конечных и понятных денег. Итак, кабели, вот я вижу сетевой кабель стандартный для таких устройств. Кабель мини-джек на мини-джек с позолоченными контактами довольно приличного качества. И кабель USB-C на USB-C с фильтром. Хорошо. Давайте-ка вскроем эту колоночку. Тоже очень легко вскрылось, что мне лично приятно. Прежде мне, напомню, приходилось рвать. Но буду до конца корректным из уважения к компании, к ее продукции и к пользователям, которые смотрят это видео. Одену перчатки. И вот мы видим там чудо техники. Выглядит она вот так. Давайте я вам крупнее это все покажу. Итак, фронтальная панель. Стиль явно ретро. Напоминает, по крайней мере, некие легендарные ретро-изделия. Даже вот эта лейбочка с непонятным значком чем-то отдает старинными брендами типа Grundig, знаете, вот в таком плане. Ну, написано Edifier по-простому. И клавиши управления. Вот эта клавиша, очевидно, включает питание. Это, очевидно, подключает Bluetooth, выбирает Bluetooth. Это перемотка или пауза. Плюс-минус это громкость. И Hi-Res аудио, наклеена наклейка, которая является сертификатом. Это официально. Если это написано, значит, эта поддержка реально есть.
как в прошлом в одном из видео у меня один гражданин, товарищ наш с вами, аудиолюбитель, упрекал в том, что я не признаю Hi-Res у модели, например, Edifier 2750, если я не ошибаюсь, dB. Мол, она же работает на 96 кГц 24 бита. Да, но она только поток PCM принимает. А стандарт Hi-Res подразумевает целый набор опций. То есть он там обязательно весь должен быть. Не иначе тогда это проходит сертификацию. И если оно его пройдет, это устройство, то ей дадут право делать эту наклейку. Это стоит, я думаю, денег, во-первых, для компании. А во-вторых, повышает рейтинг этого устройства среди ему подобных. Очень приятное цвета, спокойного такого, не могу его назвать правильно, гриль. Скрывает излучатели, очевидно. У него, видимо, и защитная функция, может быть, какие-нибудь еще. Вы видите покатые края, тоже закос под ретро. Ножки резиновые с такими золотистыми ободочками, которые, кстати, в ассортименте многих производителей аудиопродукции есть. Виден шовчик, по которому склеена была пленочка, которой обернули, сделали этот покрытие. На задней стороне. О, какой порт. Интересно. Фотоинвертора 2. И ручка для переноски. Ну, в смысле, ее можно вот так вот взять и переносить в этом плане. Портики, видите, овальной формы, тоже 2. Зачем 2? Ну, либо это один порт, разведенный на 2, для того, чтобы минимизировать его объем, хотя вряд ли это представляет интерес. То ли сделать симметричную форму, опять же, это отдел маркетинга подсуетил, скорее всего. Ну, так или иначе, это симпатично смотрится достаточно. Ну, задача, чтобы достичь определенного сечения этих портов. Или одного, или 2, или 10, это не имеет значения. То есть для того, чтобы не было турбулентных шумов, для такого басового динамика, который здесь установлен, площадь сечения портов всех в этом резонаторе должна быть не менее какой-то величины. Вот. И ее можно достичь одним портом, 2, 3, сколькими угодно, неважно. Что-то я заговорился, не знаю. Вроде рассматриваем простую вещь. Итак, Edifier D32 Tabletop Wireless Speaker. Краткая инструкция, чтобы не протирать мокрой тряпкой высоковольтные клеммы. И Hi-Res Audio Wireless. Вот этот значок тоже стоит денег и тоже влияет на рейтинг этой системы среди ей подобных. Также серийный номер, Mac, совместимость с чем-то там. Рассмотрим это, когда будем рассматривать параметры этой системы. Имеется аналоговый вход AUX-IN, USB-IN для того самого кабеля USB-C, который прилагается в комплекте. Кнопочка, очевидно, спаривания по Bluetooth и разъем, гнездо, точнее, для подключения сетевого кабеля. Все. Больше нет ничего. Изящно, здорово, хорошо. Сейчас рассмотрим ее конструкцию этой системы для того, чтобы предположить, на что она способна. Ну что ж, друзья, давайте я быстренько вас ознакомлю с описанием этой модели, предоставленной на сайте Edifier. Вот вы видите тайный документ, который не распространяют среди дистрибьюторов. Здесь просто картинки, радостно посмотрим их вместе. А вот очень серьезный документ. Этим они декларируют эти свойства модели, которые абсолютно должны быть исполнены. Ну, прежде всего, обратите внимание на два этих значка о Hi-Res. Это сертифицированное Hi-Res устройство, и беспроводное, и с проводным подключением. Что же по сути, по существу здесь представлено? Здесь представлены параметры колонки. Первое, что здесь содержится, кстати, 3 динамика. То есть это фактически трифоник в одном корпусе. Где-то по центру стоит басовый динамик 4 дюйма, и по бокам стоят 2 твиттера 1 дюйм, которые осуществляют функции разделения стереоэффекта. Эдакая пародия на сателлиты. Однако частота среза, разумеется, как у любого твиттера, тем более 1 дюйм, не ниже 2 кГц, предположим, поэтому можно предположить, что тут и так стереобаза крохотная, еще и такая высокая частота раздела между сателлитами и сабом, назовем это так, то это достаточно интересное решение.
Но прежде всего оно интересно тем, что большой объем, сравнительно большой объем колонки для 4-дюймового динамика должно обеспечить действительно приличный бас. В этом я имел возможность убедиться, послушав эту колонку, и дам послушать вам впоследствии. Мощность распределена следующим образом: 30 Вт на динамик широкополосный, или назовем его мид-бас, и по 15 Вт на 2 твиттера, что, конечно, много, но в смысле не востребовано много, но так как есть уж. В сумме это составляет 60 Вт, такая пугающая цифра, которая может кому-то сильно понравиться. Ну, кто-то сочтет это даже недостаточным. Но для такого устройства на самом деле, тем более если динамики использованы высокочувствительные, это очень много. Имеется поддержка Apple AirPlay 2, LDAC, High Resolution Audio, это вот тут написано уже, разрешение 24 бита, 96 кГц только. Двойной диапазон Wi-Fi, то есть 2 и 5, соответственно, ГГц. Два динамика, мы о них уже сказали. Full Digital Signal Processing, то есть полностью цифровая обработка сигнала. Активный кроссовер двухполосной системы, то есть на каждый твиттер идет по своему усилителю, и на мидбас идет свой усилитель, то есть это делает сшивку этих компонент, близко к идеальной, скажем так. Этим такая система с Active Crossover существенно по качеству опережает система с пассивным делением. Bluetooth версии 5.3, 11 часов, возможно время работы встроенных батарей, транспортабельность подчеркивается, USB-C и аналоговые входы имеются, и поддержка DeFi X Application. О нем мы поговорим позже, но сейчас я сразу, забегая вперед, скажу, что это единственный способ управлять коррекцией звучания этой системы, то есть тембры так называемые, доступны только в этом приложении, никаким другим способом, снаружи, мануально, руками или еще каким-либо образом вы тембры изменять не сможете. Здесь все это перечислено в текстовом виде, да, вот написано и 5 кГц, и 2,5 кГц, двойной диапазон Wi-Fi, просто в разных странах приняты разные стандарты, поэтому поддержка обоих систем делает систему приемлемой во многих странах. Далее рассказывается о wireless функциях. Для Android, соответственно, Bluetooth, HRS, как поддерживается, это вы сами почитаете. Меня ругают за то, что я просто читаю инструкцию, не буду этого делать. Хорошо, очень хорошо. Подчеркну только, что вот батарея 5200 мАч имеется встроенная. И тут перечислены тоже основные финички, которые доступны у этой модели. Просто рисунок, который описывает, как выглядит эта настольная беспроводная колонка. Подчеркну, что это handmade wooden speaker, то есть вручную сделанная колонка. Любопытно. Это у нас Edifier X Application, то самое, что я говорил. Значит, здесь доступно управление саунд-эффектами, то есть некие пресеты есть и Customized. То есть пользовательские установки, которые, видимо, вот здесь, вот на этой вкладке Customized, могут быть реализованы в довольно широком диапазоне, надо сказать. Но забегая еще раз вперед, скажу, что система звучит невероятно линейно. Не буду называть имен других моделей, с которыми я так для себя сравнивал, но она звучит линейнее их. Что, впрочем, легко объяснимо тем, что использован мидбас в широкой полосе частот, в большом сравнительно корпусе, что делает его работу, скажем так, облегченной, оптимальной, благоприятной, поэтому он благоприятно, собственно, это и отрабатывает. Кстати, по высоким частотам эти твиттеры куда-то в запредельные высоты уходят и работают, то есть тоже любопытно это подчеркнуть. Что дальше? Дальше AirPlay описывается, кому это актуально. Кому не актуально, вот есть это предложение, извините. Здесь вот написано, как подключать к этой модели различные устройства.
и сравнение с другими моделями, которые тоже поддерживают этот беспроводной интерфейс AirPlay 2. Описывается работа LDAC, не буду на этом останавливаться, кому интересно, прочитает. LDAC. Вот написаны параметры ALDA, ALAC и LDAC. Кому интересно, кто разбирается вот насчет максимального разрешения и насчет того, что максимальный битрейт, глубины и, то есть, короче говоря, разрешение поддерживаемое этой колонкой описывается. Однако я бы не стал фанатеть в этом плане, потому что колонка все-таки небольшая, это не топовый хай-энд, и предъявлять какие-то резкие требования там к высоким битрейтам я бы, например, не стал. Здесь написано вот содержание упаковки, то, что мы уже с вами видели, и размеры коробок, кому это, допустим, интересно. А вот интересная таблица, из которой видно сравнительная характеристика этой модели D32 с Marshall и AirPulse. Оказывается, AirPulse Phil Jones выпускает тоже свою в этом форм-факторе модель. И довольно интересно на это посмотреть, как это все работает. Вы видите retail price, даже если посмотреть, значит, наша с вами 199, то есть грубо $200 стоит, в то время как Marshall стоит грубо 280, а AirPulse шкалит вообще за 600. Мощности паритетны приблизительно, но однако распределение мощности между твиттером и вуфером здесь, видите, иное, а здесь такое же у Marshall. Использованные динамики у Phil Jones чуть побольше басовый динамик использован. Частотный диапазон наша заявлено скромнее, примерно как у Фила Джонса, но до 40 кГц ПВЧ. Это то, что я прежде минуту назад говорил, что по высоким частотам просто нереально. У меня микрофон выше 30 кГц не измеряет, поэтому я посмотрел, удивился и принял это ко вниманию. Размеры корпусов можно сравнить. Тут грубо 300 максимальный размер, здесь 260 и у нас 250. То есть наша самая маленькая и самая шустрая по высоким частотам, но довольно скромная, хотя однако как Phil Jones'ская по низким частотам. Два порта фазоинвертора, это не плюс, не минус никак. Питание и от батареи, и от сети, в то время как конкуренты только от сети питаются. Набор входов у нас, конечно, поражает своим многообразием, в хорошую сторону отличая от конкурентов, равно как и версии Bluetooth. Можно подключить два устройства одновременно к нашей колонке, в то время как к Marshall тоже, а у Phil Jones такой опции не предоставляется. AirPlay а там нет. То есть наша самая хорошая. USB-C, понятно, наша впереди планеты всей. AUX имеют, видимо, все модели. Кодеки, поддержка кодеков, которые вы видите. IPTX HD, кстати, только у Фила Джонса поддерживается. У нас никто его не хочет поддерживать. И Hi-Res сертификаты есть только у нас. Только у нас. Мы самые хорошие. От батареек питается тоже только от встроенного аккумулятора. Нет съемных батарей сменных. 11 часов работает, и никто больше так не может. Только мы можем. Видите, как это правильно сделать. Вот такие дела, дорогие друзья. Со сравнениями, считаю, это очень важно. Такая опция сравнения. Именно это планы Edifier на 24, 25. Давайте сделаю вам виднее. То есть D12 была, сейчас D32 и где-то ожидается какая-то D52. Видите, как хорошо. И новый дизайн нас ждет там где-то в 25-х, не знаю, каких годах. Вот все, дорогие друзья, все, что написано в этом документе. Параметры еще раз вот так выглядят. Это я включил мануал, который идет с колоночкой. Здесь, если быстро пролистать, все то же самое, просто
значительно, может быть, лаконичнее и малоудобоваримо для прочтения. Ну, например, вот это последовательность включения входов этой модели, если нажимать на эту кнопку, то будет переключаться. Световой индикатор меняет цвет, а входы переключаются вот таким образом. Это при длительном нажатии, более 1,5 секунд. Ну, здесь все это написано. Опять же, этот документ понадобится только тем людям, кто действительно купит эту модель и будет разбираться с ее устройством. Есть еще несколько документов, прилагает Edifier, ну, например, вот такой вот на нескольких языках написано, что, где, как, тоже комплектность есть на украинском и на русском языке. То же самое переключение входов, видите, 1,5 секунды нажимаешь и переключаются входы. Здесь USB подключение как осуществляется. В общем, ничего хитрого, то есть то, что мы уже с вами проговорили, тоже то, что нужно людям, которые непосредственно эту модель купят. Ну, перейдем дальше к обзору этой модели. Ну что ж, дорогие друзья, сколь веревочки не виться, надо послушать для того, чтобы сделать какие-то выводы. Сейчас я включу свой стандартный набор треков, покажу вам, хотя бы отдаленное представление дам вам о звучании этой акустической системы. Еще раз резюмирую, я понимаю эту нишу, я не пользуюсь такими устройствами. У меня тут были часы с динамиками, с радио, даже CD-плеер у них был. Я пробовал ими пользоваться, но мне как-то даже в качестве фоновой музыки нет. Но это для фоновой музыки дорогая слишком вещь и, в принципе, слишком качественная. То есть она явно предполагает замену, во-первых, бумбоксом, которые вот носят молодежь, вот эти вот на батареях. И, во-вторых, некая замена, может быть, даже саундбара для телевизора. И, вероятнее всего, все в одном для людей, не сильно озабоченных аудиоаппаратурой, не желающих с ней возиться, однако желающих пользоваться самыми современными интерфейсами, что все есть в этой системе. Сначала я вам предложу розовый шум в исполнении этой модели, записанной в моей комнате. Теперь столь понравившийся пользователям звук бочки. А теперь переливы ударных. Сейчас небольшой фрагмент музыки. Надо сказать, что я на слух и по графику АЧХ эта модель приятно удивила, учитывая ее форм-фактор, размер, цену и концепт. Поэтому я бы дал высокую оценку этой модели. И успехов тем, кому это видео оказалось полезным. За всем прощаюсь пока. Auf Wiedersehen. Вы пока послушайте музыку.